Меня зовут Максим, мне 36 лет. Я из города Лисичанск, Луганской области. Нахожусь в центре реабилитации в городе Полтава. Здесь я оказался по той причине, что употреблял наркотики. Родители просто меня пытались вытянуть, пытались где-то лечить. На какое-то время я забывал, что это какая-то проблема, или опять какого-то друга встречал, опять все начиналось заново. До всяких бабушек водили, психологов. Это все было временно, их помощи, этих людей. На какое-то время я забывал, что это какая-то проблема, или опять какого-то друга встречал, опять все начиналось заново. Есть у меня один друг, то все время говорят, увидел человека, когда в Бога он поверил, говорят, он какой-то не такой, сразу этот, а этот мне наоборот еще больше оттолкнул. Я как-то перестал ему звонить и общаться с ним. Потом как-то пришел момент, я ему сам позвонил, поехал. Я опять же, я не хотел этого ничего, просто хотел его увидеть. И он мне начал рассказывать. Это было на протяжении какого-то времени. Потом у меня пришло уже до такого состояния, что я ничего не знал, что делать. Внутри настолько все разрушено было. И я позвонил ему, он мне до этого говорил, какой-то центр есть. Он ничего не думал, поехал, взял мне билет на поезд, что я приехал сюда, в Полтаву. Я приехал, у меня ничего не получалось, я хотел уехать домой. Благодаря молитвам наставников наших я здесь, потому что я ничего не мог сделать сам. История моей жизни. Зовут меня Александр, 54 года. Родился в Полтаве. Живу сейчас в реабилитационном центре. Учился в школе. Начал пить после школы. В армию попал. Служил в группе советских войск в Германии. Приехал в Полтаву. Познакомился с девушкой, любил ее, она полюбила другого. Из-за этого совершил я преступление, убил человека, сидел 20 лет в тюрьме. Спал на вокзале, где я только не спал, по всей Полтаве, на лавочке, даже спал, холодно было. Ходил, кушать хотелось, ходил на кормление. В один из дней познакомился с директором центра. Попросился, говорю, Дима, забери меня в центр. Прошел реабилитацию. Спасибо, что есть такие центры. Спасибо, что есть такие люди, что служат Господу Богу. Дают нам, таким как я, ум и разум, а не оставляют им. Верят нам, что мы можем изменяться. Когда я последний раз принял решение и попал сюда, слава Богу, за братьев, которые есть в нашей жизни, которые искренне верят в Бога, знаете. И здесь, в реабилитационном центре, мы, живя, начинаем понимать, что такое Евангелие настоящее. 40 год, почти 40 год, я понял, що в мене крест на моїй житті, я з цим вже якоби смирився. Зустрічав братів, які були вже з Богом і які освободилися. Мені кажуть, що Бог може освободити. Сила волі – це дуже мало цього. Поміг Бог наш. Цель Центра восстановления личности – помочь человеку разобраться в причинах, которые привели его к зависимостям от наркотика, алкоголя, азартных игр и других. Мы помогаем человеку познакомиться с Иисусом Христом и показать путь, по которому нужно идти, чтобы не вернуться к прежнему образу жизни, научить жить в свободе от зависимости. Мы направлены на целостное восстановление личности, чтобы человек в процессе реабилитации и адаптации становился целостной и зрелой личностью, а именно психически полноценным, эмоционально сбалансированным, социально адаптированным, физически здоровым и духовно живым.